Привет, друзья! Мы отправляемся в Мюнхен. В Мюнхене состоялась конференция безопасности, безпековая конференция, так называемая. И люди, которые называют себя украинцами, они решили попротестовать как раз таки и покричать про Путина, остановить Путина и все такое прочее. Я буду комментировать потом, потому что там я буду упомянут. Вона тут є присутня, вона організовує вже тричі у всьому світі цю акцію «Стоп Путін», «Стоп бар». Ще ближче треба казати, добре. Слава Україні! Героям слава! Вдячності сказати всій українській громаді тут в Мюнхені, яка долучилася, вже долучається протягом 3 років, поки оці всі події сколихнули нашу державу. Слава Україні! Героям слава! Вже майже 2 роки ми збираємося щосуботи і плетемо маскувальні сітки. І слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! У нас в Мюнхене проходит конференция безопасности, поэтому это как бы такой день, когда просто невозможно не выйти и не показать протест. Это, во-первых. Во-вторых, просто посмотреть, как реагируют люди. Допустим, на этот плакат я очень доволен, что мне очень много лайкс дали. Вот. Просто общение, как выяснить, как думают местные немцы, что нужно сделать, чтобы закончить эту войну. Нужно сделать то же самое, что сделали с Советским Союзом. Путину показать, что это нецелесообразно так себя вести. Путина цель не только захватить Украину, у него там, я думаю, дальше идет Польша, Балтика. Он просто уже всех высот достиг, ему уже скучно просто-напросто. Я родился в Донбассе. Это не город, это поселок городского типа на границе Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областей. Это Великая Новоселка. В принципе, я туда ехать как-то, честно говоря, не то что страшно. В общем, я там был последний раз в марте, не совсем там, в марте прошлого года. Эта часть не оккупирована, слава богу. Нет, мой город, там, где я родился, я туда, честно говоря, боюсь даже ехать. Я уже там давно не был, и я уже не ориентируюсь на местности просто. Шарий? Это тот, который Шарий? Да. Анатолий Шарий? Трудно мне назвать его украинским журналистом. Я не знаю, он специфический журналист такой. Он любит факты как-то так вот повернуть, так вот интересно. Я смотрел его ролики на ютубе. И MH17 сбила Украина по его версии, и чего там только нет. Тогда он сказал что это украинцы, он критиковал доказательную базу, то, что MH17 сбил российский БУК. У меня сложилось впечатление, что у него стоит цель не рассказать правду, а вот он как-то выкручивает, передергивает, помогает российской пропаганде. Есть еще, я просто все сейчас не могу вспомнить. Вот.
Он там с пистолета награлся в Киеве. Его там человека подстрелил, помню, тоже. Это было еще до того, как он начал свою журналистскую деятельность. Прошу прощения, а можно я с кругом сфотографировать? Пожалуйста. Где Шарий, сидя в ресторане, в общем, с кем-то поскандалил, вот, а потом вызвал его, пошли, выйдем. А зачем расстраиваться? Ну зачем? Я не могу охватить всю информацию, я просто беру информацию из тех источников, которым я доверяю, которые еще не прокалывались на фейках, на каких-то. Украинская правда, например, русские телеканалы, журналисты, например, Портников, Виталий Портников, Мустафа Наем, вот эти вот журналисты. Эспрессо, так посматриваю. Вот когда Шарий у себя про Беллинкет расскажет, тогда я буду смотреть. Соотечественник, я не знаю, как ваше имя, фамилия, да мне это и не интересно, мягко говоря. Но, желая обличить меня, вы, я как понимаю, ярчайший представитель этой тусни, выдумали ахинею и придумали фейки. Ну а подвели черту под своим интеллектом вы тем, что рассказали, кого еще никто не ловил на фейках. И сказали, что вы смотрите канал Эспрессо. Ну и Виталия Портникова, это как бы уже все. Это была поставлена жирная точка. Так что бы я хотел сказать. Вы имеете возможность посещать Украину. Да? Ваша родина находится на неоккупированной территории. Но вы не могли долго подобрать. Ну, меня как бы не тянет. Да? Вот что вы хотели, наверное, сказать. Потому что проще вам собраться и покричать свои бессмысленные дегенеративные кричалочки в чужой стране. А после этого вам очень круто, и вы, наверное, себя чувствуете очень как-то нужными этому миру, когда начинаете бросаться на выступления левых. Тут в чем фишка? Германия свободная страна. Вам, дебилам, тяжело понять, что есть страны, в которых могут быть представлены и левые, и правые, и никто никого не бросит за это за решетку. Когда вы начали бросаться на левых, многие из них были удивлены. А дедушка, на которого вы начали бросаться, он до конца так и не понял, что у вас своя тусня была. Что вы там стояли не для того, чтобы взять просто как голимые шелудивые собаки, которым лишь бы на кого-то гафнуть своими вонючими пастями, а просто стояли по своей теме. Что вы там стояли по своему делу, но увидев, как мимо проходит демонстрация, начали бросаться. Вы себя ведете как тупые дегенеративные дебилы. Ну, я не знаю, вот как бы так сгруппировать вот это вот все в одно слово, в одно какое-то определение. Вы себя ведете как тупо отщепенцы конченые. На вас смотрят та же полиция, на вас смотрят местные. И думают, самое плохое для меня, как для украинцев, что все такие. Что все вот такие пустоголовые идиоты. На этом все. Я думаю, что я же точно все подал, точно не перекрутил ничего. Там фейков никаких не было. Нет? Ну а дальше мы посмотрим, как вы вели себя, когда мимо шла манифестация левых. Они протестовали против НАТО и против того, о чем, как они считают, договаривались на Мюнхенской конференции. Это шли в большинстве своем этнические немцы. Они к вам вообще никакого отношения не имели. Ломом опоясанное, тупоголовое быдло. Пока. Украинские демонстранты. Путин капут, коммунизм капут. Левые. Национализм, выйди из голов. Nationalismus raus aus den Köpfen! Nationalismus raus aus den Köpfen! Nationalismus raus aus den Köpfen! Путин капут! Путин капут! Путин капут! Путин капут! Украинец кричит: в Сибирь, в Магадан, хорошего отпуска в ГУЛАГе. Einschalten, wir einschalten mal.
Левый кричит: заткни глотку, вы грязные натовские, заткнись. Украинец: иди подальше. Украинец обращается к дедушке: вы хотите сказать, что это не коммунисты? Второй украинец обращается к дедушке: вы просто идиоты, безмозглые. Дедушка: но я не коммунист. Мы должны знать одно: Третья мировая война находится в стадии подготовки, и они там внутри, имеется в виду Конференция безопасности, обговаривают конкретные планы. Мы должны быть против этого, потому что уже 100 лет было всегда так, что капитализм не может существовать без войн. Джордж Фридман говорил, что главный интерес американцев уже на протяжении 100 лет состоит в том, чтобы разделить русских и немцев. Они не должны ни в коем случае объединиться, потому что в таком случае будет вытеснение англо-американского истеблишмента, и они не будут больше как мировая держава. С тех времен, что существует ФЭД, Федеральная резервная система, было постоянно достаточно денег для того, чтобы финансировать мировые войны. Поразительно, что главные враги были Германия и Россия. Если удастся отуплять людей так, чтобы они уничтожали друг друга, да еще и американская военная промышленность извлекла выгоду от этого, то это будет игра из легких. И сейчас опять так же, немцы забыли все. Забыли и дают себя инструментализировать. Не забывайте, что задача СМИ состоит в том, чтобы создать образ врага. Подумайте о том, что было в 30-х годах. Нацисты делали свою пропаганду, и 90% людей думали, что все, что говорится в радиовещании, это чистая правда. Коммунисты делали свою пропаганду, 90% русских были уверены. И в Америке была американская сионистская пресса, которая говорила: мы единственные хорошие. Это значит, что народ оболванивается при помощи СМИ. Этот башинг против России. Каждый день пару маленьких лживых новостей. И это на протяжении десятилетий. Там люди полагают, что тут все коммунисты. Поэтому я хотел спросить. Я абсолютно не коммунист. Я совсем на другой стороне. Я просто за мир. Я не идентифицирую себя с ними. Просто одно точно. Они хотя бы за мир, в отличие от Меркель и партии Зеленых. Это поджигатели войн. Это же очевидно, что происходит в Украине. Там была цветная революция. Американцы, как и в арабских странах, провоцируются протесты. Назначаются главами этих протестов милитаристы, которые стреляют в полицию. Потом режим стреляет в ответ. А мы слышим: Асад допускает, чтобы стреляли в народ. Украина чуть иная. Это революция. Американцы инвестировали $5 миллиардов, чтобы оплатить демонстрантов, чтобы поставить более агрессивных демонстрантов вперед. Виктория Нуланд говорила: «Фак Евросоюз». Она поддерживала все это. Это значит, что люди были там с фальшивыми надеждами. Конечно, было невыносимо в Киеве или в Украине, но ситуация там не стала лучше. Более того, сейчас там экономическая ситуация в 3 раза хуже, чем во времена Януковича. Denn dann geht es ja wirtschaftlich 3-mal schlechter als unter Janukowitsch. Die Ukraine ist ein armes Volk, ja. Ihr kommt von einer Scheiße in die andere, ja. Украинцы бедный народ. Вы заходите с одного говна в другое. Неважно, вы на этой демонстрации или на другой. Вы постоянно эксплуатируетесь олигархами. Народ всегда страдал в Украине. Я часто бывал в Украине. Я знаю украинцев. Когда? У меня была подруга в Киеве, в Украине. Я был там 10-12 раз. Это было еще до Майдана. Путин, вы правда думаете, что у него страстное влечение к власти? Смотрите, когда был Майдан, Тимошенко говорила: все русские должны умирать. Лучше всего, чтобы попала какая-то бомба. Dass die dann nichts zu tun haben wollen
После этого всего они ничего не хотят иметь общего с правительством, которое пришло после путча. Это же понятно. И потом там не было мирных переговоров. Вместо этого постоянно стреляли. Когда Крым отделился, это же было с референдумом. Если референдум повторится, опять 90% будут за отделение. То есть нельзя безусловно сказать, что это было похищением земли. Сделайте новый референдум. 90% опять будут за.